Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал обзоров крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши лайки, комментарии, поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали давно-давно, но и с новым узорчиком. Итак, давайте по порядку. Я рассказываю про свои ниточки, да? Вы берете не обязательно такую же пряжу, свою берете, потому что узорчики универсальные, и один и тот же узорчик из разной пряжи может выглядеть по-разному. Итак, новички, кто не работал с данной пряжей, знакомьтесь, называется она Alize Baby Wool. Итак, пока не забыла, сразу скажу цвет 128. Идем дальше. Моточки небольшие, смотрите, по 50 грамм моточки. И получается 175 метров. По составу 40% это, смотрите, шерсть, 40% акрил и 20% бамбук. Очень приятные на ощупь ниточки. Крючок нам здесь советуют производители. Смотрите, брать от единички до троечки. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3, поэтому я беру крючок номер 3. Так, сфокусируйся, вот. Вы, в свою очередь, точно так же читаете инструкцию к своей пряже и правильно подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Мы с вами договаривались, если схемка хорошего качества, то я ее прикладываю. Если она не очень хорошего, то я не заставляю вас ломать глаза, да? Итак, сегодня схемка, в принципе, читабельна, немножко мутновата, но какая есть. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно, провязывайте. Ну а кто не умеет, повторяйте за руками, но обязательно сравнивайте со схемкой. Так вы научитесь быстрее читать схемки. Понятно, да? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 6 петелек. Давайте я наберу, например, 5 раппортов, это получается 30 петелек, и одну дополнительную, чтобы узорчик красиво ровно закончился, вы увидите. Итого я набираю 31 воздушную петельку, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам необходимо. Итак, смотрите, для начала все как всегда, петелька фиксации, и при наборе петелек данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот. Это мой будущий образец, моя цепочка. Дальше, как и многих узорчиках, новичками рекомендую, чтобы не запутаться в воздушных петельках, провязать столбики с накидом. В столбиках мы точно не запутаемся, а в воздушных петельках поначалу можно запутаться. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько вот так вот ввели крючок. Оп, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это наш столбик с накидом. 3 петельки подъема — это имитация столбика, и 3 петельки стоят на 4-й петельке. Поняли, да? Идем дальше. Накид. По порядку следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. По порядочку накид. Следующую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Ваша задача провязать так всю цепочку. То есть провязываем всю цепочку столбиками с накидом, сами себя контролируем. Ни одну петельку не пропускаем, ни одну петельку дважды не провязываем. По итогу у вас должно получиться количество столбиков ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть если я набрала 37 воздушных петелек, 31, да, воздушную петельку, 31, то у меня должно получиться 31 столбик с накидом. Ничего сложного. Все, и вот так вот провязывайте до конца ряда. Угу. Самостоятельно. Смотрите, вот эти первые 3 петельки, которые мы подъема делали, это тоже имитация столбика, считаем за столбик. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится.
Давайте. Итак, смотрите. Вот наша полосочка-змейка готова. Все ровненько, аккуратненько. Теперь можем приступать непосредственно к самому узорчику. Итак, смотрим на схемку, повторяем. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. В следующий по порядку столбик. Вот, то есть первый мы провязали. Во второй столбик нырнули и провязываем столбик с накидом по 2 петельки. 2, 2. Считаем. Раз столбик, да, то есть первые 3 петельки не считаем. Раз столбик. Дальше по порядочку накид, следующий столбик. Нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки, второй столбик. Накид, по порядочку дальше. Третий столбик. Накид по порядку. Четвертый столбик. Накид по порядку. Пятый столбик. Вот наша картина получается. 5 столбиков и первые 3 петельки подъема. Дальше воздушная петелька есть. Пропускаем один столбик и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. И начинаем опять считать. Должно быть опять 5 столбиков. Первый мы провязали. Раз. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. То есть совсем несложный ряд. Вы провязываете 5 столбиков, окошко. Видите? 5 столбиков, окошко. 5 столбиков. Теперь будем делать окошко. Воздушная петелька. Опять пропускаем один столбик. И со следующего столбика опять провязываем 5 столбиков. Поняли, да? И так вот вы провязываете до конца ряда. Совсем несложно. Вот сколько у вас непосредственно вы набрали воздушных петелек, вот до конца ряда вы провязываете данный ряд. Несложно. В конце ряда встречаемся. Давайте самостоятельно. У вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали наш ряд до конца. Ничего сложного. Столбики, окошечки. И заканчиваем как наш ряд. Вот наши 5 столбиков. Делаем накид. И в предыдущем ряду у нас были 3 петельки подъема. Помните в самом начале? Так вот, в третью петельку аккуратненько вводим крючок. Вытягиваем ниточку и точно так же провязываем по 2 петельки столбик с накидом. Все, наш ряд закончен, ничего сложного. Далее воздушная петелька, поворот, и сюда же в первый же столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Оп, это наш столбик без накида. Теперь там, где у нас столбики, так, мы будем провязывать полностью столбиками без накида, ничего сложного. Итак, по порядку. Верхушку столбика предыдущего ряда нырнули, вытянули ниточку, 2 вместе, столбик без накида. В следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 вместе, столбик без накида. И вот так вот шагаем по нашим столбикам. Здесь вообще ничего сложного. То есть вы провязали 5 столбиков с накидом, да, первый не считаем. Вот, и у нас получается 5 столбиков без накида. Все. Дальше. Там, где у нас окошко, воздушная петелька, и мы делаем воздушную петельку. Перепрыгиваем окошко, вот наш следующий столбик. Опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Точно так же нырнули, вытянули, провязали. Считаем. Раз, да? Второй раз. Нырнули, вытянули, провязали. Третий. Четвертый. Пятый. И опять окошечко, воздушная петелька. Перепрыгнули окошко и начинаем с следующего столбика опять провязывать 5 столбиков без накида. Вот видите, совсем ничего сложного. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида. Ничего сложного, все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем наш ряд. Вот провязали 5 столбиков без накида, и у нас, помните, в конце ряда вот у нас были 3 петельки подъема. Точно так же мы ныряем в третью петельку аккуратненько, вытягиваем ниточку и провязываем тоже столбик без накида. Все, ряд наш закончен, все ровненько, аккуратненько. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот, и тут начинается самое-самое интересное. Итак, смотрите внимательно, повторяйте. Накид. Первый столбик мы провязали, вот во второй столбик нырнули, провязали столбик с накидом. А теперь делаем 2 накида. 1, 2. И смотрите, что мы делаем. Вот наши 5 столбиков
в самом нижнем, получается, ряду, да, там, где мы только начинали 5 столбиков провязывать. Первый, второй, третий. Опускаемся вот до столбика с накидом до третьего, захватываем сзади наперед столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Наш столбик такой длинный-длинный, видите какой он? Вот такая картина должна получиться. Далее накид в этот же столбик третий, но теперь за верхушечку. Вот, видите? Вот у нас получается столбик без накида. Вот верхушечка. Нырнули, провязали столбик, просто обычный столбик с накидом. Есть. Опять, смотрите, делаем 2 накида. 1, 2. И возвращаемся опять на ряд, вот ниже, к этому же столбику. Смотрите, опять захватываем его вот таким вот образом. Сзади наперед. Столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Если внимательно посмотреть, у нас получилась вот такая вот рельефная рогаточка. Видите, одна ножка и вот такие вот 2 палочки. Вот такая вот рогаточка. Дальше получается, смотрите, наши столбики. Вот 4 мы пропускаем. И вот там, где у нас был 5, беремся за столбик без накида и провязываем последний наш столбик с накидом. По итогу, если вы посчитаете, у нас так и вышло 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Видите? Идем дальше. У нас здесь окошечко, помните, да? Тоже делаем окошко. Воздушная петелька. Накид. И по порядку, вот опять наши 5 столбиков. Мы опять их провязываем. Итак, первый столбик провязываем обычный столбик с накидом. Дальше 2 накида и 1, 2, 3. Вот наш третий столбик на ряд ниже. Захватили сзади наперед, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Накид. Тот же самый третий столбик. Поднимаемся наверх, там где столбик без накида. Провязываем обычный столбик с накидом. Есть. Опять 2 накида. 1, 2. И опять возвращаемся к третьему столбику на ряд ниже. Оп, захватили. Вытянули ниточку. И провязали точно так же по 2 петельки. Второй у нас получается рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Видите, вот такая рогаточка. И самый последний столбик, вот 5 наш столбик, провязываем столбик с накидом. Все, вот такие вот у нас получаются рогаточки. Опять окошко делаем, воздушная петелька, вот пропускаем наше окошко и начинаем точно так же опять провязывать столбик с накидом, рогаточка, да, опять столбик с накидом и вот так до конца ряда. Не сложно? Я думаю, не сложно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад, заново повторяйте, и у вас все получится. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наши рогаточки готовы. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали наши 5 столбиков. Так, делаем накид. И вот в столбик без накида предыдущего ряда мы в него ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, ничего сложного. Ряд наш закончен, краешек ровный. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. И идем опять по порядку. Вот наши 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Мы за каждую верхушку провязываем столбик без накида. Нырнули, вытянули, провязали. Нырнули, вытянули, провязали. И считаем, да, уже 2 столбика. Теперь 3, 4, 5. Есть. Дальше воздушная петелька, опять наше окошечко, воздушная петелька. И следующие 5 столбиков точно так же провязываем столбиками без накида. То есть ряд несложный совсем. Столбики без накида. Считаем 4, 5 и опять окошко, воздушная петелька. И вот так вот шагаем до конца ряда. Ряд несложный. Давайте самостоятельно до конца ряда. У вас получится.
Так, смотрите, провязали наши столбики без накида. Тут ничего особенного, все очень просто и легко. Заканчиваем мы ряд. Вот наши 5 столбиков провязали. Там, где у нас был столбик с накидом, вернее 3 петельки подъема, да, имитация столбика, беремся точно так же за третью петельку подъема и провязываем столбик без накида. Все, готово. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот, накид. По порядочку первый столбик мы провязали, вот второй столбик, нырнули в него и провязываем столбик с накидом. А теперь смотрите, мы с вами будем повторять нашу рогаточку. Так, смотрите, 2 накида. И вот, помните, где были верхушки рогаточек? Помните? Вот рогаточка, а между ними столбик. Так вот, мы опускаемся к этому столбику, захватываем его вот таким вот образом, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Угу. Рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. Накид. Возвращаемся к этому же столбику сзади, вот там, где столбик без накида, и провязываем обычный столбик с накидом. Опять делаем 2 накида. 1, 2. И возвращаемся опять же к этому третьему столбику, захватываем его вот таким вот образом, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Вот опять получается наша рогаточка. Вот наши рельефные лицевые столбики с 2 накидами, ничего сложного. И там, где у нас уже 5-й столбик, за верхушечку беремся, провязываем обычный столбик с накидом. Все то же самое, что мы с вами провязывали вот в 3-м ряду нашего узорчика. Все то же самое. Дальше у нас окошечко, воздушная петелька. И точно так же пропускаем окошечко. Начинаем столбик с накидом. 2 накида, опускаемся вот между ножками рогатки, вот наш 3-й столбик, опускаемся к нему и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Тут несложно. Накид. Возвращаемся, получается, вот сзади у нас столбик без накида, беремся за него и провязываем обычный столбик с накидом. Опять 2 накида, 1, 2. Возвращаемся к нашему 3-му столбику, захватываем его вот таким вот образом, вытягиваем ниточку и провязываем еще один рельефный, секундочку, 1, 2, захватили, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Еще рогаточка, видите, вот такие рогаточки. И заканчиваем, получается, там, где 5-й столбик, столбик с накидом. Все, и опять воздушная петелька, перешагнули окошко и опять начинаем провязывать нашу рогаточку. Все, несложно, видите? Все, давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот наши рогаточки готовы. Смотрите, как узорчик начинает играть, да? Как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы когда провязали нашу рогаточку, да, наши столбики, вот там, где у нас был столбик без накида, делаем накид и в него провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен, все ровненько, аккуратненько, краешек ровный. Дальше воздушная петелька, поворот и точно так же опять возвращаемся. Все наши столбики с накидом предыдущего ряда провязываем столбиками без накида. То есть тут вообще без изменений, тут самый легкий ряд. Тут вы не запутаетесь, ну просто считайте, да, что 5 столбиков, воздушная петелька, 5 столбиков, воздушная петелька. Вот, дошли до окошка, опять воздушная петелька и опять провязываем 5 столбиков. Ну поняли, да? То здесь вообще не сложно, возвращаемся обратно, так скажем, столбиками без накида. Все, и вот так вот до конца ряда шагаете. Договорились? Тут вы точно справитесь, давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, опять провязали столбики без накида, тут вообще ничего сложного. Заканчиваем ряд после наших 5 столбиков. Точно так же в 3 петельки подъема, вот в 3-ю петельку, нырнули и провязали столбик без накида. Дальше 3 воздушные петельки. И теперь наша с вами задача точь-в-точь повторить ряд с рогаточками. Мы его уже умеем провязывать. Накид во 2-й столбик, да, вот так вот нырнули, провязали столбик с накидом. Дальше 2 накида, вот между рогаточками наш 3-й столбик, вот мы в него нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2, 2. Рельефно-лицевой столбик с 2 накидами. Сзади у нас стоит столбик без накида, в него столбик с накидом,
опять 2 накида. И к третьему столбику вернулись и провязали точно так же рельефный лицевой столбик с 2 накидами. И закончили нашу рогаточку. Вот наш 5-й столбик. Мы в него провязываем столбик с накидом. Все. И получается, вы повторяете 2 ряда. Один ряд рогаточки, второй возвращаете столбики без накида. Рогаточки, столбики без накида, рогаточки, столбики без накида. Поняли, да? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво, а рогаточки будут смотреться шикарно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Вот такой вот рельефный узорчик с одной стороны. Вот так вот он выглядит. Такие вот интересные косички, да? Смотрите, изнаночка совсем ровная. Все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. А вот он, рельеф наш, играет всеми красками, что называется. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, демисезонная, зимняя, летняя. В любом случае будет смотреться очень даже шикарно. В моем случае, смотрите, из ниточек вот так вот чуть-чуть совсем тянется. Вот так вот чуть-чуть побольше. Ну, так скажем, узорчик относительно плотненький, если не считая вот таких вот окошечек, да. А так очень даже симпатично. Как вам? Кто вязал данным узорчиком, что вязали, рассказывайте, нам будет интересно. А если не вязали, то подбрасывайте идейки. Итак, давайте замерим сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Вы помните, да, что у всех может быть получиться по-разному. Поэтому обязательно перед вязанием изделия пробуйте, вяжите образец своей рукой, своей пряжей, своим крючком. Итак, у меня 31 воздушная петелька. И это получается вот, ну, практически 14 сантиметров. И тут получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочков. И самый первый наборный 14. И в моем случае это получается, ну вот, 8,8, так скажем. Чуть-чуть до 9 не дотянули. 8,8 сантиметров. Вот такой вот небольшой образец, но очень-очень интересный, согласитесь. Угу. Вот такая красота сегодня. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.